Я вам сегодня хочу рассказать, как вы можете сами, не вызывая мастера, установить Windows 10 и даже 11. Разницы особой в установке их нету, поэтому я покажу на примере десятки. В прошлых видео я вам показывал, как сделать загрузочную флешку с операционной системой, будь то Windows 10 или 11. Далее, у нас один из довольно сложных шагов, потому что у каждого производителя ноутбуков или у каждого производителя материнских плат этот шаг разный. Тобто наша задача будет загрузиться с флешки. Если мы только купили компьютер и в нас нету никакой операционной системы, то по умолчанию компьютер должен загрузиться с флеш-накопителя. Но так как я сказал, что разные производители, и это делается по-разному. Значит, чтобы загрузиться на кого персональные компьютеры с материнскими платами Asus, то вам нужно после включения компьютера сразу же нажимать несколько раз клавишу F8. И это переведет вас в режим выбора источника загрузки. Для материнских плат Gigabyte это клавиша F12. Для ноутбуков HP это Escape или F2. Также мне попадалась F6. Для ноутбуков Asus VivoBook это F6. Это то, что я знаю. По остальным информацию, как загрузиться с флешки, вы можете найти просто в интернете, задав соответственный запрос. Так, допустим, мы уже первый шаг с вами прошли, мы включили загрузку с флешки. Вот у вас появляется вот такое окно. Тут вам что нужно? Нужно установить язык, формат времени и денежных единиц и метод ввода раскладки клавиатуры. Значит, мы, соответственно, если мы скачивали русский Windows, то у нас, соответственно, будет по умолчанию Россия. Если мы скачивали там английский Windows, то у нас будет английский, соответственно, по умолчанию. Дальше нажимаем просто «Далее» и далее выбираем «Установить». Ждем несколько секунд. Тут оно просит вас ввести ключ. Ключ, если вы этот Windows приобретали, то вы ключ можете ввести, он у вас должен быть либо где-то в документах записанный, либо какой-то файл должен был быть. Но в данный момент у меня нету ключа, поэтому мы пропускаем этот шаг. И, кстати, если есть у вас ключ, то она, соответственно, подходит к одной из этих операционных систем. Она устанавливается автоматически. Если у вас ключ для Pro версии, значит, соответственно, установится Pro версия. Если домашняя, то домашняя версия. Так, дальше я выбираю Pro версию. Professional, она более расширенная. В чем ее разница между домашней версией? В том, что к этому компьютеру можно подключаться через удаленный рабочий стол. Есть еще очень много разных преимуществ. Но я скажу так, если у вас компьютер довольно слабый, и вы ним удаленно пользоваться не собираетесь, тобто с работы подключаться и так далее, вы можете вполне себе ставить домашнюю версию. Так, нажимаем «Далее». Тут, соответственно, условия принимаем. Так, тут мы, в принципе, я советую всегда выбирать второй пункт. Потому что первый пункт выбирается, если у вас были какие-то проблемы с самой Windows, но это не будет чистая установка, это будет именно установка, это будет как бы восстановление этого Windows, и не исключено, что ошибки полностью не исправятся. Поэтому я всегда люблю делать чистую установку. Значит, только выборочная. И вот здесь у нас самый важный момент. Нам нужно убедиться,
что на нашем жестком, что вы с жесткого диска, на который вы сейчас будете устанавливать операционную систему, скопировали все важные файлы и документы, так как сейчас этот диск будет форматироваться, тобто вся информация с него пропадет. Если у вас несколько дисков, там C, D, E, то вам нужно на какой-то из них скопировать все документы, и тогда в диск C сможете отформатировать. Но в данном случае я вам покажу. У меня сейчас, можно сказать, новый компьютер, поэтому здесь еще ничего нету на нем, и я просто тогда нажимаю «Создать». Тут выбирается размер дисков, размер основного диска. Я советую, если у вас жесткий диск объемом 256 и больше, то я советую, если вам, вернее, 256, то я советую под Windows где-то распределять где-то 120 гигабайт, 150 гигабайт, не больше. А на диске D хранить какую-то важную информацию. Если у вас более большого размера диски, или вы там будете устанавливать объемные приложения, типа там всяких 3D Max, фотошопов и так далее, то тогда я вам советую объем диска выбрать 250 гигабайт. Тобто 250 тысяч мегабайт. Так, я нажимаю «Применить». Вот, и это дополнительные, значит, Windows нам создал дополнительные разделы, которые нам нужны для того, чтобы комфортно работал Windows, чтобы не взлетал загрузчик и так далее. Это именно система, ну, эти два раздела, они как бы более для надежности компьютера созданы, для того, чтобы у нас не слетал загрузчик. Вот так. Вот я вам хочу показать на примере. Вот у вас, допустим, уже есть Windows. Как вам этот Windows, как вам с этими разделами поступить, если они уже у вас были созданы. Значит, смотрите, мы видим вот эти вот разделы по 100 и по 16 мегабайт, их можно удалить. Это сам загрузчик. Дальше. Вы также должны удалить раздел или как минимум отформатировать раздел там, где у вас находился старый Windows, чтобы не делать лишнюю копию. Тобто мы его можем просто отформатировать, но лучше удалить. Как узнать, где у вас находится Windows? Обычно это диск 0 и, соответственно, там раздел 1. Ну, так он обычно называется. И плюс можно сравнить примерно по объему. Если у вас, например, два жестких диска или один разбитый жесткий диск на несколько разделов, то у вас получается, что вам просто нужно узнать размер раздела, на котором был установлен Windows. То есть мы удаляем этот раздел. Дальше нажимаем «Создать». Я выделяю все место под этот диск. И далее просто нажимаем «Далее». Все, дальше у нас проходит процесс копирования файлов, подготовка файлов для установки. Это уже нашего участия не требуется. После этого у нас пройдет перезагрузка компьютера после выполнения всех этих пунктов. И дальше я вам сейчас покажу, что нужно будет делать нам дальше. Потому что все эти действия компьютер делает самостоятельно, без нашего участия. Наш компьютер успешно прошел все этапы и перезагрузился. После этого появилось такое окно. Здесь мы выбираем наше месторасположение. Для чего это нужно? Для правильного установки времени. Так, дальше выбираем раскладку. Если нам нужно несколько раскладок, то мы можем добавить еще какую-то определенную раскладку. Если нам она не нужна, то мы устанавливаем, у нас в любом случае будет английская раскладка и русская. Если нужна какая-то третья, то мы ее добавляем. Если не надо, то мы ее, соответственно, пропускаем. Дальше. Если у вас есть подключение к сети,
Вы можете здесь также, если у вас это ноутбук, вы можете подключиться через Wi-Fi, то на следующем шагу вам нужно будет зарегистрироваться или войти в аккаунт Microsoft. И так как у меня компьютер не подключен к интернету, я просто нажимаю галочку «У меня нет интернета». В любом случае подключиться к сервисам Microsoft можно в любой момент, уже даже после установки 10 или 11 Windows. Эти шаги, в принципе, почти одинаковые в обоих Windows. Но я все равно советую вам, если вы устанавливаете, например, на ноутбук и он не подключен к интернету, то настраивать Wi-Fi и все остальное уже после установки самой операционной системы. Мы дальше продолжаем с вами ограниченную установку. Так, тут нам нужно выбрать имя пользователя. Оно может быть любое, но я вам советую выписать английскими буквами. Для чего? Если вы, например, играете в некоторые игры, то могут неадекватно работать сохранения в некоторых играх. Поэтому лучше всего все-таки имя вводить в английскими буквами. Я могу просто нажать там. Так, чтобы переключить раскладку по умолчанию Alt-Shift. Или Windows пробел. Выбираем английскую раскладку. Я один. А вы можете назвать его как хотите. Пароль я не ввожу. Если вы пользуетесь только лично этим компьютером, то пароль можно в принципе не вводить. Если кто-то пользуется там дети и так далее, то вы можете задать какой-то пароль, который нужен будет при подключении, при загрузке Windows. Так, тут какие галочки я вам советую оставить. Оставить советую только местоположение и поиск устройства. Все остальное удалить. Это диагностические данные. Это все остальное непосредственно нам вообще не нужно. Даже больше скажу, это будет влиять на рекламу и так далее. И все, в принципе, мы почти все шаги сделали. Вот у нас уже приветственное окно, и я могу вас только поздравить. Если у вас все это прошло гладко, то вы сейчас увидите чисто установленную операционную систему, с которой уже можно работать. Все, как вы видите, Windows полностью установился, после чего я советую подключиться к интернету. Сейчас он как раз подключится. Это окно мы можем проигнорировать. И установить все необходимые обновления, как я вам сейчас покажу. Все, у нас появилось подключение к интернету. Дальше мы должны зайти в пуск. Сейчас. Настройки. Обновление и безопасность. Проверить наличие обновлений. И обновить, соответственно, компьютер. Это нужно в первую очередь для того, чтобы поставились драйвера автоматически. 95% драйверов на все ваше оборудование ставится автоматически. И после этого мы можем полноценно работать с этой операционной системой. Все, спасибо за внимание.